секретная на самом деле вещь. Вот видишь, он очень огромный, очень тяжелый. Значит, 6 бастионов, 2 и 4 входа, 2 из которых со стороны вот земли и 2 со стороны воды. Значит, здесь было полное обеспечение в этой Петропавловской крепости. Там монетный двор у нас, там были жилые помещения, там была площадь для казни, там была тюрьма. Значит, вот этот вот собор, в этом соборе у нас похоронены все русские цари и все их семьи. Сюда же перевезли всю семью Романовых. Сейчас развернемся там, я сейчас постараюсь как-то выкрутиться, чтобы там... То, что от них осталось. Танечка, приветствую. Ирочка, привет. Вот так неожиданно у нас прямой эфир. Смотрим сюда. Это у нас мусульманская мечеть, одна из самых больших в городе, всего их 4. Это самое первое, очень красивое сооружение. Оно входит в план из всех мечетей, единственное, куда возят экскурсии, потому что там высокая мозаика, положенная вручную. А вот памятник слева. Слушай, это морской памятник на самом деле. Варяг, когда утонул, вот это память, да. Героям. Это Петроградская сторона, это рабочая сторона. Здесь в годы революционные жили в основном рабочие. Здесь вот маленькое здание, где Ленин читал свои апрельские тезисы. С правой стороны за мечетью есть балкончик, с которого он вещал. Вот. Ну вот, и сейчас поедем туда дальше, и я покажу тебе уже стрелку Васильевского острова, растральные колонны. Говорят, там сегодня салют будет. 2 раза в год происходит вот этот, когда снятие блокады. Жечь же растральные колонны Сегодня. Были, да. У нас на День Победы их зажигают, на День города, на день снятия блокады, на День военно-морского флота. То есть даже больше, чем 2 раза, да? А почему такое название растральная колонна? Ну, слушай, Носы кораблей роста носы называются. кораблей на них, да, изображены. Ага. Вот. Как бы это как символ могущества России в свое время. Стоят они так, что они являлись как бы маяком для кораблей, по большому счету. То есть их зажигали, и корабль видел, как на маяк они шли на это. Ну, а в Древней Греции это просто носы кораблей собирали как трофеи. Поэтому мы просто скоммуниздили эту идею. Все как просто, видишь? А мы вообще все скоммуниздили. Конечно. Ряда театров слева, это театр «Балтийский дом», достаточно известный театр. Дальше, вот в середине, это наш ленинградский мюзик-холл, очень знаменитый. И здесь же у нас планетарий наш. Огромный, да, ленинградский. И сейчас чуть дальше мы проедем, в этом же парке у нас единственный в городе зоопарк. Угу. Кстати, тоже не маленький. Я, конечно, хотела Андрею показать Санкт-Петербург именно когда это белые ночи. Представляешь, красота какая? Ну, белые ночи у нас красиво посмотреть, что развод мостов, потому что сейчас, например, Дворцовый мост, он разводится под музыку. Это, конечно, восхитительное зрелище, под классику его разводят. Вот. Но не зимой. Но не зимой, да. Да, мы летом вот приезжали, вообще красота, конечно. А сколько народу вдоль берега, ой. Ну да, там же специально заказывают катера для того, чтобы с воды посмотреть на это зрелище. Не, у нас красивый праздник Алые паруса. Ой, это такое, шикарно, правда, масштабное роскошный. зрелище для Да. Санкт-Петербурга. А чего только сходки байкеров стоят вообще? Не, ну да, байкеры у нас Там собираются. такие мужики вообще. А какие мотоциклы? Мотоциклы молчу вообще. Не, ну у нас там у одной растральной колонны собираются байкеры, у другой растральной колонны собираются, и люди танцуют всю ночь. И очень разные танцы вообще всех народов мира на самом деле. Вероника у нас там танцевала лезгинку. Ой, как здорово. Танечка, я рада, что вам интересно. Мы сейчас немножко доедем. Я думаю, немножечко выйдем, да, ненадолго из машины. Ага. Или еще не успеем, да, в этот раз? Ну, ничего страшного. Хочу, чтобы он хотя бы чуть-чуть черпнул. Так, время 16:39. Мы еще все успеваем.
Видишь, вот шпиль Петропавловки сюда виден, сынуль. Сейчас мы там Ага. увидим. Его из очень разных точек видно. Это тоже вот символ города, шпиль. Вот о нем и в песнях, и в стихотворениях. Вот, конечно, такая достопримечательность классная. Смотри, у нас есть красная черта города Петербурга, да, в которую входит вот вся старая застройка. Здесь есть определенная высотность, которая сохранена еще с момента первого строения. То есть, например, вот на этом доме невозможно построить мансарду ни с какого разрешения. Кроме того, у нас сохраняются фасады. Здесь люди покупают квартиру, они подписывают специальный документ, по которому они не могут даже окна поменять в другой Это уже структуре. достояние. Вот. потому что- Но вот маленьких домов, ты имеешь в виду там, ну где-то сохранились флюгеры вот внутри дворов, там двухэтажки, а так нет, в основном все дома, конечно, там 3, 4, 5 этажей, это старые. Ну, это в центре в основном. Это центр, да. За центром там уже многоэтажки. Ну да, это понятно. Москва-Сити отдыхает. И Москва-то Сити не отдыхает, у нас есть Отдыхает. одно безумное сооружение, это Газпромовская башня. Одна беговая, да, чего стоит. Да, это я согласна. Но что у вас Москва-Сити, это... Я даже со своей боязнью дважды поднималась туда. Скажи, как ощущение вообще? Ну, я не знаю, какие у вас ощущения, я ходила Там с великолепно. другой стороны. Мне тоже понравилось. А мне дети все раньше говорили: мам, давай Останкинская башня. И вот мы как раз тоже до седьмое небо ресторан, слушай, ну так, он же вращается еще к тому же. Ой, Так я помню, прикольно. Мама сфотографировала меня, я говорю, не-не-не. Ой, своди как-нибудь нас, когда мы приедем. Кстати, это же недалеко, в Я принципе, от тоже моего хочу туда. дома. Давай. Тоже. Там заранее надо Да, там же заказывать. да. Мгм. Ну, забронируем? Да, бронировать, да. Ну, там, ну, типа экскурсии группами водят туда, да. Вот, там сайт у них был. Ну, по крайней мере, мы таким образом. А потом они еще и со школой туда пошли. Ого. Вот, да, здорово. Ну, Андрей, по крайней мере. Чисто московские школяры. Чуть-чуть наружу. Да, раньше, я помню, на экскурсии в Питер ездили. Мы там Андрюх, на экскурсии там в Кунсткамеру ходим, Зимний Вот. дворец. А их по ресторанам, видите ли, водят нормально. не говори. Не, ну там же смотровые площадки. Нет, А, там просто- видовые, наверное, да, эти темы. Мгм. Нет, так-то интересно. Они историю создания рассказывают, все вот это. Вот красота. А, мам, а ты не показала им эти 5 углов, которые... Ой, мне Мишка Шелик показывал. Узкий этот Пять. домик-то. Да. Ну, это надо туда ехать. Эти угла. А вы видели, да, этот узкий Да, домик, который да. вот так вот? Он треугольник, ну как бы, да, Ну как да, у тортик, У нас не один, у нас как еще кусочек торта. да. У нас еще один такой дом И есть. там ведь живут люди. Ну да, на канале Грибоедова у нас еще есть. Вот даже у меня гости московские, поэтому от того, что ты там звенишь, не знаю. Я не проеду вообще даже разговор. Ой, еще елки. Мы еще не сняли. Да, еще все Ага. Ну вот Биржевой мост после реставрации. И мы въезжаем с Петроградской стороны на стрелку Васильевского острова. Вот расставленные колонны. Их две. Вот эти носы кораблей, о которых мы говорили. На них их украшают. Ну вот, в противоположной стороне Эрмитаж сейчас. Зимний дворец. Зимний дворец, да. Ой, красота. Который был изначально Да, построен для Дворцовая Екатерины. набережная. Самое, оно считается как у нас самый центр, да? Центральный уже нет. Центре. Центре не бывает. А вся фишка, знаешь, этих маленьких низких домов наших в чем? В центре. Что их снаружи чинят, а внутри ни хрена. Ну, то есть, да, у нас можно, например, прийти к красивому фасаду, открыть дверь. Открыть дверь и ужаснуться, что там значит, внутри. да, А да, там да, все да, разваливается да. на самом деле. Задаешься вопросом, почему не поддерживают? А зачем? Деньги тратят. Ну, из-за этого очень любит наш город художники. То есть вот эта вот разница плана, когда можно
написать красивый фасад и в открытой двери написать безобразную там да, Деталь интерьера. Да, да, да. То есть, А еще у нас очень классные есть, сохранились дворы колодцевого типа. ну, это у нас они не сохранились, а их очень много в центре города. Это тоже Но вот характерно красивые именно не для, все, для да. Питера Это, именно. да, питерская Да. тема тоже. Архитектура, да, вот эти колодцы, сколько о них тоже песен сложено. И парадные красивые у нас есть, даже в заброшенных домах те же. У вас и Невероятно. поребрики. Ну, да. У нас, да. А пышки чего стоят только? Вы чё? Пышки? Да. Ой, да, ленинградские пышки, конечно. Кстати, надо Это что значит? Ну, пышки пекут у нас. А, да? Ленинградская пышка. Ну На надо же. Конюшиной же, да, у нас там легендарная пекарня. Ну, Надо завести как-нибудь. Вот одна из Показать. колонн. Ну, интересно, будет салют сегодня? Надо посмотреть в интернете. Ленка, не сама не просты, не другие деньги. Ну, самая большая картинная галерея, одна из самых больших в городе, это вот именно здесь, в Зимнем дворце. Там, конечно, там все по эпохам. Картины, выставки, в общем, ну, Народы. народ, да, представлены все народы. Ну, это вот, конечно, туда надо ходить просто, это так вот не расскажешь. Не, самое крутое это Кунсткамера. Я, главное, был страшный мороз, мы приехали на Фонтанке, я жила в гостинице, и это, Генка Туксишвили говорит, так, мы в Питере, я говорю, Гена, очень холодно, до минус 30, еще и ветрюган. Он говорит, не волнуй, собирайся, мы идем в Кунсткамеру. А то скажут, я был в Питере, а в Кунсткамере не было. Я говорю, Гена, может не сегодня? Он говорит, давай, оделась и погнали. И мы побежали туда. Сегодня день. Сколько времени будет, чтобы нам не опоздать? Думаю, не опоздаем, 16:46. Еще есть, да. Сейчас я по кругу проеду. Значит, с правой стороны это здание Адмиралтейства. Оно стоит таким образом, что с 3 точек города, то есть к нему приходят две большие магистрали. Это Невский проспект и Гороховая улица. То есть с самых краев этих магистралей будет видно это Адмиралтейство. Мы сейчас с моста спустимся, и с левой стороны будет Дворцовая площадь, центральная площадь нашего города. Сейчас мы стоим на Дворцовом мосту. Вот это как раз самый красивый мост, когда он разводится. Все мосты в Санкт-Петербурге разводятся на самом деле в период навигации. Их 7, да? 7? Нет, их больше. А, больше, да? Да. Ой, мы летом были, господи, 4, как... 5, 6, 7, 8, 9 мостов разводятся, да. И получается у нас находящиеся мосты, это кольцевая дорога вокруг города. Именно под сюда. Да, сюда, конечно. Дворцовую площадь я вряд ли покажу, иначе мы сейчас здесь будем стоять 2 часа. Сейчас покажу памятник Петру Первому, обязательно Исаакиевский собор. Ой, Исаак. Ну посмотри, что там впереди творится. Ну, пробки. Невский стоит весь. Ага. Я думаю, что Типично, да. для Да, Питера. да, очевидно, праздничный такой, ну... Мгм, точно. мгм. Ну вечером еще прокатимся, покажу с подсветкой. У нас, конечно, очень красиво. Да, красиво. Набережные просто шикарные. Мы оставили машину, надели тапки, ребята нам с собой взяли пледы, и мы пошли разводить мосты. И вот под этот симфонический оркестр столько народу вдоль Невы. Это невероятно. Всего мира Да, для того, чтобы да. на это посмотреть, потому что на самом деле нигде Это этого просто больше нет. потрясающе. Потрясающе. Вот давайте вы меня пропустите, я московскую звезду везу. Да, давай быстро. Запоминайте, как нельзя, да? Нельзя. Полного освобождения Ленинграда. Да, у меня бабушка и вот ее родная сестра няня, которая меня, няня, она проживала эту блокаду, шла вот. Петербурга в Берлин, да? Да. Из Ленинграда Да. тогда. А бабушка такая
Вот здесь, сынок, вдоль Невы стоят люди очень много летом. Вот, когда начинают разводить мосты, вот это все, где мы сейчас едем, вот это все вдоль вот Невы. Вообще народу полным-полно. И все снимают видео, звучит музыка. Это так Ну, красиво. у нас здесь, да, шоу огней. Очень такие красиво, вот, да. гитаров, ну, да, как бы. И кораблики еще по Неве. Столько тоже на теплоход садишься, и прям тебя подвозят к мосту, а его в это время разводят. Представляешь мост? Удивительное зрелище. Я надеюсь, мы обязательно Ну, вот с это тобой. Адмиралтейство. Сейчас, значит, вот мы с левой стороны будем смотреть с тобой памятник Петру Первому, где он давит эту змею. Тоже как, ну, тоже как символ того, что наш город такой стойкий, всех врагов раздавим. Вот памятник Да. Петру Первому. Тоже столько экскурсий Дальше здесь. Синода. А в этом Вот, парке? А вот слева у нас Исаакиевский собор. Сейчас мы выйдем. Вот фундаментальное здание, внутри него маятник, который никогда не останавливается. Наверху площадка, на которую тетя Люба была, забравшись. Я туда даже не полезла. Я внизу не смотрела. Там и качельки есть в парке. Мы качались, там сидели летом. Классно было, здорово вообще. Мы как раз подождали, пока, значит, вот мосты, и пока времени посидели пока. И потом вот ко времени пришли сюда, к Неве. Прямо у этого памятника мы были. Исаакиевский собор. Ой, какая красота, какое же Да, вот невероятное красивый очень, здание. да. У нас два таких невероятных собора. Вот Исаакиевский, там тоже служит. Но действующий совсем церковный собор — это Казанский. Он находится на Невском проспекте. Ну, может, вечером туда. Сейчас хотя бы эту сторону. Хоть что-то ты запомнишь, хоть какие-то впечатления останутся. На Крови еще тоже. Там такой парк, красивая аллея такая. Спаса на Крови. Ну, я думаю, вот просто. Ну, мы уже туда, не-не-не, уже... Я боюсь стать на Невском. Вот. Конечно, Потому что я конечно, понимаю, что там Аленочка, закрыто да, да. сегодня. У нас осталось там полчаса, а мне еще парковку надо найти. И цветочки. А еще цветы. Сынуль, ну как тебе? Впечатляет? Красиво. Угу. Танечка, у нас самая стойкая, вы с нами до конца. Истомина. Спасибо за ваше внимание, очень приятно. Я еще надеюсь, получится у меня сегодня сделать эфиры, ну, потому что такие поездки, они очень приятные, запоминающиеся, да. Вот. Машуля, привет! Вот тебе Петра Первого, Михеева. Здравствуй, моя дорогая. А вот тебе Исаакиевский собор. Представляешь, красота какая? Надо было тебя с собой забирать. Очень здорово. Иду один я Невским, не потому что не с кем. У Шеллига песня есть такая. Спасибо, Машуль, спасибо, дорогая. Тебе тоже хорошей субботы, хороших выходных. Родне привет. Максу тоже огромный привет передавай. Сергей, здравствуйте. Присоединяйтесь, мы как раз у Исаакиевского собора находимся. Вот у нас, смотрите, какое здание справа. И скульптуры, и лепнина, и колонны. Красота. Машуль, ты как архитектор меня понимаешь. Владимир, здравствуйте. Так.
Это тоже вот колонна с ангелом, да? Это Где вот это? Ага, впереди справа. Это, ну да, это там памятник какой-то, не могу сказать. А вот дальше вот это светлое здание, это наш питерский манеж, где выставляются все картинные галереи. Ой, да, надо вот же. все вот это. вот манеж Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, можете видеть с правой стороны. Красота. Да, сегодня в Санкт-Петербурге необыкновенный день. Сегодня годовщина освобождения от снятия блокады с города. Представляете, какое событие сегодня. И очень много инсталляций по городу. Мы так вот бегом-бегом, как говорится, потому что у нас тоже сегодня, сами знаете, какое событие вечером. Вот, ну, да. Спасибо, Владимир Светлов. Здравствуйте, и вы. Хорошего вам вечера, хороших выходных настроения. Друг мой, а ты-то куда едешь? Вы в себе вообще? Я тоже так могу. Сегодня сплошная, нормально? Если захочу, да? Это что-то вообще. Вы куда, ребята? Вы в себе вообще? Но вы едете. Обалдеть. Вот такой. Ну и что теперь? Спасибо, Владимир, спасибо, дорогой. Очень приятно, взаимно. Красота. Вот трамвайчик прям перед Да нами и фиг ты с стоит. Аленка тоже решила. Нафиг. Вот Исаакиевский у нас. Сейчас снова будем проезжать памятник Петру Первому. Я поняла, что иначе мы там уже настанемся, мама дорогая. Здесь летом такие экскурсии интересные проходят. И парк очень красивый, с качельками. Кто не бывал, обязательно приезжайте. Белые ночи forever. Вот, символичное тоже место очень. Сынуль, помнишь, ты же в школе, вы помнишь, у вас сколько было вот, да, об этом, и фотографии именно этого памятника, скажи? Ой. Я даже у Чижика была. Ты знаешь, Люба свидетель. У меня была ситуация, когда я 3 раза подряд попала на Чижика монету. Прям 3 раза подряд, клянусь. У Любы спроси. Мы первый раз приехали, Чижика. Да-да-да, было такое. Приезжаем, Чижика нет, блин. Чижик, он то есть, то нет. Здравствуйте, Дмитрий Романов. Вот Исаакиевский и памятник Петру Первому, пожалуйста. Все для вас. Уже так немножечко сумерки, конечно. Вот. Да, сейчас будет здорово. Катерина Тищенко, здравствуйте. Олег Бузыкин, привет. Вот вдоль Невы мы сейчас едем. Что это за башня, которая там светится? Светится, это наша телебашня, ну, Ленинград, петербургская впереди. Она тоже у нас вся с подсветкой. Она находится у нас на Петроградской стороне. Ну вот, зато Зимний дворец сейчас прямо мимо поедем. Сегодня прям небо затянуто. Ну, Я даже как раз очки лето. брала с собой солнцезащитные. Думаю, вдруг пойдем это Крайне куда-нибудь. редко у нас Это не бывает. про Питер. Ну вообще. да. Такое Я бывает тоже так крайне улыбнулась. редко. Я Дане говорю, сынок, ну как же ты без солнца? А он солнце просто вот прям любит, скучает. Говорит, ну как-то вот приходится. Ну я говорю, если что, Минздрав предупреждал.
Я помню, это для меня это было вот прям зрелище, когда мы приехали в один из, ну, тоже какой-то очередной концерт был. Вот, и мы приезжаем, и нас тоже гостиница какая-то, и там рядом университет, здание университета. И там рядом парк, такой сквер, не очень большой, но когда выглянуло солнце, вообще масса людей, которые просто побежали, они сидели на лавочках, подставляли лица к солнцу и просто сидели и вот с закрытыми глазами. Представляете, вот я вот наблюдала такое событие. Вот, у нас такое редко бывает. Реально, да. Ну вот, видишь, этот собор Петра и Павла на Петропавловской крепости. На самом деле, значит, бригада альпинистов была нанята, когда началась блокада Санкт-Петербурга, и город надо было как-то защищать. Было принято решение. Все основные культурные здания были закрыты сеткой. Эту сетку меняли 4 раза в год, представляешь? Натягивали и стягивали. А вот, то есть по временам года. И немцы не могли определиться, где Смольный, где Зимний дворец. То есть они не понимали, куда бить, потому что для них это были там поля, леса. То есть они вообще не могли определиться, где в этом городе что есть. Так вот на этот шпиль залезала женщина Ольга Фирсова. Она одевала на шпиль вот это вот полотно, которым было закрыто. И она же его снимала после блокады. Ее готовили там, целая бригада их была. 2 женщины, по-моему, 3 парня. Если сверху на Петропавловку посмотреть, то это вот эти бастионы, они выглядят как звезда вот так. Помню, на черепашку похож. Ну, кому какие ассоциации на самом деле. Ну, там Ну, правда. впереди Кировский хвостик, мост. голова, Чем интересен этот мост, он не разводится в середине. У него поднимается боковая створка. И вот когда у нас эти алые паруса, вот через вот эту крайнюю, самую крайнюю боковую створку, она поднимается, и вот в эту акваторию вот здесь проходит весь праздник. Вплывает вот этот вот парусник, эти алые паруса. Ну, вообще будет возможность, конечно, надо приехать. Это неописуемое зрелище, да, самое глобальное согласна. Зрелище в Питере. Вот Ну, это реально. действительно очень красиво, Но эффектно сюда, на настолько. набережную